Всем привет, с вами Диана Шок, я новый репортер команды Нави, и мы находимся на StarLadder iLeague Star Series. У нас в гостях Эдвард, игрок команды Нави. Они сыграли только что свою первую игру. Что вы чувствуете, Ваня? Мы чувствуем, что лопухнулись. Ребята на самом деле хорошо подготовились под нас. Мы посмотрели только что игру, повтор, проанализировали все. И пришли к выводу, что, безусловно, помимо наших ошибок, помимо допущенных нами именно конкретно ошибок, есть, конечно, фактор их сильной игры. Они действительно молодцы. Вот. Уважение китайцам, они пробираются на сцену все дальше и дальше. Вот они сделали уже однажды одну сенсацию в Мальмо. Вот начинают уже набирать обороты и уже как стабильно, приезжая в Европу, могут удивлять топовые коллективы. И если такие игроки и такие команды появляются на сцене, то это всегда хорошо, потому что сцена, в общем, начинает расти. Готовы ли вы были к такому уровню китайцев в игре? Вот в том-то и дело. Мы не то чтобы, мы как бы были готовы, знаешь, мы обсуждали перед игрой, что это сильная команда, нельзя недооценивать. И действительно, Сережа посмотрел их матчи квалификации в Китае, проанализировал их игру, рассказал нам, как они играют. Но удивительное дело, что они не играли так, как играли на квалификациях. То есть это команда, которая прогрессирует, меняется во время турнира, и это их сила. Так что победа как-никак заслуженная. У вас был буткемп в Америке с командой СК, бывшие как Luminosity, бразильцы, да. Помогло ли это вам сейчас на турнире, то, что вы тренировались, и как это вылилось в данный момент? Ну, знаешь, это был не типичный буткемп. Это скорее совмещение было промо-поездки с буткемпом, то есть полезного с необходимым, полезного с полезным. Мы снимались там в видеороликах, мы там фанились, проводили время вместе с СК, там шоу, футбол и все остальное. Это была как бы первостепенная задача поездки. Но мы успели с ними потренироваться, мы сыграли, у нас было 3 или 4 игровых дня. Лично я извлек массу опыта с тренировок против такой великой команды. Они действительно очень сильная команда, сейчас они первые в рейтинге и заслуженно они первые, они выиграли 2 последних турнира чемпионата мира. Вот, поэтому даже какая-то малейшая тренировка с ними, она дает опыт, дает в целом прогресс в твоей игре. Насчет того, помогло ли это здесь, сложно сказать. Бывает такое, из личного опыта скажу, что бывает такой обретенный опыт, обретенный какая-то экспа или, не знаю, чему-то ты учишься, оно сказывается, возможно, через там какое-то время намного больше, подольше, месяц, 2, возможно. Поэтому продуктивно, да. Сказалось ли сейчас, не знаю, возможно. У вас произошла замена в команде. У вас появился Simple. Все его знают как более агрессивного игрока. Что ты скажешь об этой замене? И так как ты играл в дуо с Зевсом, Даней, сказалось ли это на твоей игре и вообще игре в целом? Потому что времени было мало, чтобы вообще освоиться новым коллективом. Безусловно, сказалось, ты права. То есть Зевс был очень важный игрок для нашей команды. Он был важным во многих аспектах, которые конкретно игры самой, может быть, даже не касались. Он был все-таки лидер коллектива в какой-то определенном смысле. Поэтому замена даже на такого игрока, как Simple, который очень скилловый, очень мотивированный, молодой, рвущийся, она может нам надо работать вместе. Нам надо с Симплом еще проделать работу, нам надо притереться друг к другу. Мало времени прошло, мы еще не успели полностью все друг от друга там как-то понять, чтобы максимально хорошо взаимодействовать. Но, надеюсь, в ближайшее время все получится у нас. Вот. Поэтому замена прошла как сказать, замена... Я не буду вдаваться в подробности, которые предшествовали замене, правильно? Вот эта вся кухня, я не хочу это все обсуждать сейчас. Вот. Но с новым составом, когда пришел Simple, у нас явно прибавилось мотивации, желания. Вся команда начала гореть, у нас тренировки постоянно какие-то происходят. Но мы сталкиваемся с проблемами другого рода. Поэтому
Counter-Strike и тренировки — это всегда работа. Каждого работа над личным характером внутри себя. Так что один игрок, конечно, может изменить много. Как говорится, один в поле воин. Но на самом деле побеждает всегда команда, это командная игра. Поэтому результат получают те, кто работает исключительно вместе. Хорошо, но так как Даня был еще и капитаном, и Сразу извиняюсь, что перебиваю. Даня не был капитаном, он был раньше капитаном, совсем давно, а вот уже почти год назад мы приняли командой решение, что капитаном в коллективе становится тренер, то есть Старик Сережа. Он был ответственен за тактики, он был ответственен за координацию команды во время игры. То есть все функции, которые выполнял раньше капитан, они легли на тренера. И тем самым Данила как капитаном перестал быть. Вот у нас было такое решение. ну, насколько я знаю, поступило правило о том, что на турнирах Сергей Старикс, ваш тренер, не может принимать активное участие во время игры. Что же теперь происходит в команде и кто же все-таки будет капитаном, тем самым коучером? До конца мы еще не знаем остаточного вердикта Valve, потому что, насколько я знаю, подалась какая-то петиция от Союза игроков. Все хотят какой-то компромисс найти с Valve по поводу их решения, там, хотя бы позволить тренеру разговаривать на фристайме 15 секунд перед началом раунда. Вот. Но если игроки не добьются своего, то мы, безусловно, будем уже играть и отталкиваться от того, что мы имеем в игре. А у нас в своей команде в прошлой Сист Денис, он раньше был капитаном, поэтому в первую очередь он будет пробовать капитанство. Ну как, я считаю, что он действительно хороший лидер, что у него все получится. Команда будет в него верить, и если все-таки такое произойдет, ну, это весьма вероятно, что такое произойдет, я верю в наш успех. Вообще, в принципе, в команде нет никаких агрессий со стороны Симпла. Он мечтал попасть в Нави, вот он появился и... Что? У него достаточно специфическая манера общения. Все наверняка его тиммейты прошлые об этом знают. Вот. Но это всего лишь навсего одна статья, с которой надо работать. Одна из черт характера. Вот. Поэтому у каждого из нас могут быть какие-то слабые и сильные стороны. Вот. Его, возможно, слабая сторона, я не берусь судить, но, возможно, его самая слабая сторона – это несдержанность. То есть он может позволить себе начать кричать и так далее, и так далее. Но он заметно работает над собой в этом плане. Вот так как вы играете вместе, ну, после ухода Зевса, вы же ведь вместе играете. В паре? В паре. Бывает. Не на всех картах, безусловно, но играем. Спорит ли он вообще с тобой? Вообще нет. Но у него бывает состояние, когда он спорит со всеми. Бывают моменты, вот. Ну, такая кухня, это рабочий момент. Просил ли он дать ему роль снайпера? Ты знаешь, я не участвовал в разговоре. Если он и был, то я даже не в курсе, потому что решение о стратегическом плане игры Старикс наш тренер решал, принимал это решение. Поэтому не знаю, просил или не просил. Вот. Сам немножко удивился, что он не был что он не стал вторым снайпером в команде. Вот. Ну, это решение тренера, я решение тренера уважаю. Такой вопрос извне. Я спрашивала у зрителей, что они хотят узнать именно от такого игрока, как Эдвард. Что вообще главное в жизни? Философский вопрос. Любовь. Она помогает команде Нави добиваться успеха. Она помогает человечеству вообще в целом. Не только команде Нави. Безусловно, наверное, самое важное – это любовь, смирение, такие вещи. Человеческие черты характера. Есть ли у Симпла эта черта характера? Безусловно, есть, конечно. Хорошо. Что ты вообще можешь пожелать игрокам юным, вообще как добиться своей цели в киберспорте и с чего начать? Неважно, с чего начать, главное начать. Я считаю самым важным сохранять спокойствие на каждом из этапов. Даже если тебя ждут какие-то неудачи в начале, если в тебя никто не верит,
то сохраняя спокойствие и сохраняя, не теряя веру в себя, ты обязательно достигнешь. Я считаю, что у каждого внутри есть потенциал стать чемпионом. И у некоторых больше потенциала, чем чемпионов. Просто вот как бы если смотреть на тебя со стороны, ты очень спокойный человек. Ты на поражении, на неудачи, на даже какие-то хорошие моменты весьма спокойный. Приходит с опытом. Это приходит с опытом, когда анализируешь свои жизненные цели, приоритеты. Если ты понимаешь, что этот турнир, эта игра, они, безусловно, это твое дело, но ты проиграл, так случилось. Бывает. Невозможно всегда и выигрывать, невозможно всегда проигрывать. Это игра. Побеждает сильнейший. Мы проиграли китайцам сегодня. Значит, они были сильнее. Значит, нам надо работать еще усерднее, чтобы становиться лучше. Только такой анализ, и нету другого выхода из этого. А что ты можешь сказать по поводу китайцев в киберспорте? Они ведь показывали какие-то успехи в 1.6 КС, и сейчас вот ворвались в CSGO. Что ты можешь сказать по этому поводу? Китайцы, в принципе, очень трудолюбивая рабочая нация. Чем бы они ни занимались, они будут добиваться успеха за счет своего трудолюбия, за счет своего усердия, дисциплины, что характерно для их народа, такая характерная народная характерность, если так можно выразиться. Вот. Они, посмотрите, они выиграли последний интернешнл по доте. Они начали играть в Counter-Strike неплохо. Да? В 1.6 они тоже играли неплохо. У них были очень сильные команды. И в целом азиатская сцена начинает расти. Все-таки компьютеры, технологии — это ихнее. Спасибо большое за такой хороший отзыв про китайцев, азиатов в целом, в киберспорте. Это очень приятно. Хорошо, передаешь привет маме, папе, родственникам. Я передаю обычно привет всем ребятам, кто болеет и любит киберспорт, следит за турнирами. Продолжайте играть. Всем спасибо за то, что смотрели, за то, что болели. Подписывайтесь на социалки Нави. Всем пока!